Добрий день, шановні друзі! Мій сьогоднішній співрозмовник пізнав у своєму житті майже все. За його плечима створення славнозвісного АО МММ, мільярди доларів, Державна дума Росії і нарешті в'язниця. Сьогодні у нас в гостях справжній финансовый гений Сергей Мавроди. Правда ли, что в тюрьме вы хотели покончить с собой? Нет, никогда не хотел покончить с собой. Бред это полный вообще. Там... У меня были там 12 голодовок, по-моему, я уж не помню. Из них одна сухая, 8 суток. Да вы и в карцере сидели? Да, неоднократно Часто. сидел в карцере. Что такое сухая? Это без воды? Да, без воды. 8 суток в жару, 8 говорят, да? суток, да, в жару. Это, в общем, человек, считается, живет 4 суток. Причем это психологически, опять-таки, тяжело, потому что если при мокрой голодовке, мокрая это обычная, когда ты только когда ты воду пьешь, Воду. да, происходит постепенный упадок сил, и ты можешь контролировать ситуацию до известной степени. Ну, ты не умрешь завтра, скажем. Ну, обычно, если ты здоровый человек, то ты можешь просто постепенно теряешь силы. При сухой голодовке все происходит неожиданно. То есть ты ложишься спать, не знаешь, проснешься или нет. То есть ты мгновенно происходит все. Там что-то происходит в организме. Вы себя вели неадекватно как-то во время сухой голодовки? Нет, абсолютно я вел себя нормально. Я говорю, психологически это тяжело. Я себя нормально вел. Как Никак. убийцы, киллеры и вообще люди такого высокого полета относились к вам в тюрьме? У них не было отношения, ах, ты обманул там всю страну, мы тебя сейчас, нет? Ни малейших. Вы знаете, я могу сказать следующее. Я сидел с 5 ворами в законе. Вот что такое вор в законе? Вы понимаете, это слово вор в законе, оно уже такое затасканное, поэтому никто не понимает толком, что это такое. Вор в законе в тюрьме это просто бог. Ну вот, в буквальном смысле этого слова. То есть воров мало. Очень. Их на все бывшее СНГ, там СССР. Больше 100. Ну, 500, по-моему, 100 российских. По-моему, вот так вот вообще. Вот можно всю жизнь просидеть в тюрьме и никогда не видеть вора. Это, знаете, что-то типа бога. Вот, да. То есть и 99% зэков, вот их никогда и не видит. Не то, что там рядом с ним сидеть, а вот просто вот не видит. А у вас целых 5? Да, вот я сидел с 5, это, наверное, рекорд вообще. Ну, потому что в этом спецблоке их туда и сажают. Из этих 5 воров один вор объявил меня другом. Это вообще, знаете, это, по сути дела, вот если я захожу в камеру и говорю, что я друг вора, то это вот не то, что тебя... Мы назовем его? Не то, что... Нет, конечно, мы не будем называть. Так. Не то, что там тебя это самое... В твою сторону никто не посмотрит. Второй вор, которого 35 лет отсиженных, один тоже из очень известных, сказал, что, Сереж, когда ты войдешь в любую камеру, сразу скажи, что ты знаете такого человека, то бишь его, что он просил передать, что любые проблемы, доставленные вот этому человеку, то бишь мне, он будет рассматривать как свои собственные. Ну, это еще один, очень ничего рассказывать. Так что отношение ко мне там было. Понимаете, в тюрьме, причем это все, это не потому, что вот я там Мавроди, МММ. На самом деле мой статус, в сущности, тюремный, низкий. Вот это в том смысле, что... Как он звучит? Вот это, как-то, знаете, это вот называется коммерс. Вот это такой вот, которого доят там и прочее. Поэтому, но там это все не работает. Там вот это, то есть я как бы начинал с низкого статуса. Вот начинаешь вот это все. Ну, конечно. С низкого старта. Да, есть как бы вот, конечно, там все знают, что там это не просто коммерс, там, а вроде, конечно, да, что говорить. Но тем не менее, просто в тюрьме человека сразу видят. Особенно вот этот там воры, они уже... Потому что ты сидишь в камере, и ты там каждый беспрерывно вот живешь. То есть, представляете, вот нас поселят вот в этой комнате. Вот что такое камера? Вот это, по сути, по размеру, вот эта комната. Тут стоят шконки, вот там дальняк, то бишь, туалет. Все, вот мы здесь живем безвылазно месяцами. Но вот можно здесь что-то скрыть вообще? Естественно, мы будем знать друг друга. Видно человека, невозможно сыграть что-то. Вот. Поэтому там, соответственно, вот, они видят сразу этого человека и вот, соответственно, к нему отношения. Это невозможно ни сыграть, нет. И, между прочим, точно так же относится охрана. То есть там вот на этом спецблоке, то есть там отношения очень выборочные к людям, что это не зависит от денег, то есть там вот это ни от чего. Это вот просто вот как-то человека видно. Вот я, скажем, там отказывался же, почему у меня были все голодовки? Я отказывался категорически соблюдать тюремный режим. То есть там, потому что я считал, что это унизительно, что я считал, что я сижу несправедливо и вообще. Понимаете, вот на самом деле вот это все не мелочи. Вот это вот когда рассказываешь здесь, это, кажется, такая чепуха, что вот за какие-то там руки за спиной, вот ты там какие-то голодовки, что такое детский сад. Это не детский сад, это ломается психика. То есть вот ты сегодня заложил руки за спину, завтра, послезавтра ты будешь маршировать, и это самое. Вот не зря было в фашистской Германии приветствие Хайль Гитлер. Это
очень психологически точно. Если ты можешь ненавидеть Гитлера, можешь ненавидеть там этого, но если ты каждый день произносишь «Хай Гитлер», то у Полюбишь. тебя происходит с психикой что-то. То есть этот человек не может это безнаказанно такие вещи делать. Точно так же, как все охранники, которые занимаются обысками. Почему их все там не любят вообще в обычной жизни, и это накладывает неизбежно отпечаток на психику. Нельзя быть на работе охранником, подсматривать, подслушивать, а пришел домой и стал Другой нормальным человеком. человек. Да, ты не можешь это как одежду снять, это все, это ломает человека. Поэтому я там отказывался соблюдать режим. И когда они поняли, это было очень сложно, и когда они там это все, это совершенно не то, что не одобряется, это вообще немыслимо. Просто когда они поняли после какой-то уже там 10-й этой голодовки, что я просто таким образом не доживу до суда, а умру, будут неприятности у начальства, никому не нужно, чтобы ускользнуло правосудие. Они со мной пошли на компромисс и меня оставили в покое. Вот такой ценой это было куплено. Я себе кое-что выписал. Командир штурмового батальона в Афганистане, лично расстреливавший заложников женщин и детей, с которым вы сидели в одной камере, говорил, что в жизни не видел более жесткого человека. Что он имел Да, в виду? я не знаю, что он имел в виду, я не переспрашивал. Это действительно было так. Причем это самое интересное, никаких поводов я к этому не давал. То есть, почему он это сказал, не знаю. Но самое интересное, что примерно то же самое, еще 2 человека говорили. Из них один, Леша Солдат, небезызвестный, он сказал буквально следующее, что единственный по-настоящему опасный человек в этой тюрьме – это ваш покорный слуга, остальные все только прикидываются. Вот это его, вот я цитирую, просто вот это было сказано. А перейдем от тюрьмы немножко к личной жизни, которая завешена у вас таким ореолом тайны. Правда ли, что когда вы возглавляли АО МММ, вы лично проводили конкурсы красоты, а победительниц просто покупали? Давайте не будем это всего касаться, не люблю про женщин, про эти женские, но не надо про это разговаривать, это все. Я вас тогда процитирую. Зачем все усложнять? Подходишь, говоришь, я такой-то, не извращенец, ничего необычного. Давайте встречаться время от времени. Плачу столько-то. Если хотите, чтобы об этом никто никогда не узнал, об этом никто никогда не узнает. Отказов не было, ни единого. Все же разумные люди, а женщины в особенности. Правильно, продаваться надо легко и дорого. Слова мои, комментировать я их не буду, так скажем. А вы были женаты на мисс Запорожье Елене Павлюченко. Да, был. А вы влюбились в мисс Запорожье? Ну, я не хочу все эти, я не люблю на эти темы. У меня не... Понимаете, вот все эти, когда начинаешь на это самое говорить перед камерой на такие личные темы, в этом есть что-то противоестественное. Не надо это все. Она вас ждала из тюрьмы? Вы знаете, ситуация такая. Я тоже ее об этом говорил уже. Вот понимаете, когда я попал в тюрьму, я был уверен, что никогда не выйду. Что... Ну и все были уверены, абсолютно. Следователи, адвокаты были уверены абсолютно все, что я никогда не выйду. Ну просто повезло немыслимым образом. Возникает вопрос, вот представьте себе, что вот конкретная, совершенно реальная ситуация. Вы получите там, ну, десятки лет. Вот будет вас ждать жена? Вот как это вообще? Вот реально. Ведь есть обычная физиология, в конце концов. Но это немыслимо от человека требовать, чтобы он тебя ждал столько лет. И к тому же еще неизвестно, что там придешь ты и пошлешь ее там. Ну, все мы живые люди. Как себя ведут в этой ситуации большинство заключенных? Эта проблема не у меня одного, она встает у всех. И к тому же, понимаете, ты в этой ситуации ведь, ты один, ты там, у тебя тяжелейшая психологическая ситуация, тебе грозит срок, там, я не знаю, по сути дела, твоя жизнь решается. Это у тебя единственный там человек близкий. Но в то же время ты должен делать выбор вообще, что ты... Я не знаю, человек ты или не человек, или что там, губить жизнь человека, вот его, что, как ей поступать в этой ситуации? Как ведут себя большинство заключенных? Они, встречаясь на свидании, говорят, дорогая, там, вот мне такой срок грозит, ты свободна, делай, что хочешь. Но это психологическая ловушка для женщины, на самом деле. Потому что, ну, не может женщина тебе сказать, что, да, конечно, дорогой, нафиг ты мне сдался вообще, всего хорошего. Естественно, что она говорит, нет, там, я тебя буду ждать вообще, там, то да сё. Для этого и говорится. То есть это как бы вот женщина Проверка. заманивается... Нет, это женщина заманивает в психологическую ловушку, чтобы она тебя не бросила. То есть она... Вот такая ситуация. Поэтому если ты действительно хочешь дать ей свободу, то ты должен сам первый сделать шаг. Что я сделал? Я просто написал без всякого предупреждения в тюрьме. В ситуации, когда я был уверен, что я не выйду никогда. Написал заявление
о разводе. И написал одновременно заявление на имя начальника тюрьмы, что я прошу не пускать жену на свидание больше. То есть все. Я ее просто поставил перед фактом, без всяких Вы разговоров. волевой утверждений. человек. Ну, я считаю, что я поступил правильно. Вот так вот. Я вот поступил вот так. Между прочим, как мне рассказывал вор, опять-таки этот, имевший богатейший опыт в этом смысле, может быть, интересно будет людям послушать, как ведет себя женщина в этой ситуации. Ну, это вот, что инкубационный период у женщины 3 года, 3-3,5. Что поначалу, наверное, реакция, что женщина, она существо легкомысленное, она не понимает серьезности происходящего, как правило, поэтому первая реакция, что там чуть ли не жену декабрист, там я тебя буду ждать. Но время идет, денег нет, проблемы накапливаются, ничего не улучшается. И через некоторое время женщина начинает понимать, что ничего там впереди, вообще беспросветность. Ее любовь, мало того, что она начинает тебя ненавидеть, ее любовь превращается в ненависть. Она начинает воспринимать, что там, ладно, я была дура, глупая, ничего не понимала, но ты-то все понимал, ты меня просто использовал. Ты вообще использовал, что приносил тебе передачи. Для женщины ведь 3 года, 3,5, это срок огромный, это вообще же эпоха. Она стареет. Да, и вот она получается, что она через 3,5 года понимает, что она потеряла эти 3,5 года, и благодаря тебе, который ее, по сути дела, все понимая, для того, чтобы она носила ему передачи, Обрек. да, вот использовал, по сути, так и есть на самом деле, если называть вещи своими именами. Вот реалии, понимаете, жизнь штука жесткая, жестокая, просто обычный человек не сталкивается с такими ситуациями. Я уже тоже, опять-таки, говорил, что все имеет свою температуру плавления. Есть температура, любовь, верность, честь, дружба, все. То есть есть температуры, при которых плавится все. Что есть бездны, в которые людям лучше не заглядывать. Потому что там ничего, кроме грязи, предательства и лжи, нет. Поэтому, то есть ты попадаешь, понимаете, мы живем в обычном температурном режиме. Вот как бы, если пример только приводить. Вот если чуть повысится температура, все будет по-другому. То есть эти ценности, все эти какие-то незыблемые понятия, которые вам кажутся незыблемыми, они вдруг зашатаются, и выяснится, что они... Очень даже зыблемо. Да, и вот знаете, самое интересное в этом, даже не то, что все имеет температуру плавления, это и так очевидно, что ясно, что от любого человека можно добиться всего чего угодно. Ну, начать пытать, скажем, ну и там в концлагере. Но все-таки представляется, что температура высокая. Нужны миллионы градусов. Нет, все повысится на 1 градус, все потечет. Что вот что самое ужасное, что вот завтра вот вас примут, и послезавтра от вас отвернутся все. Вот что, хотя их никто не пытает, никто это. Вот самое интересное, тоже психологический феномен, очень интересный, что вот если завтра вас не приведи Господь, вы пойдете в тюрьму, все лучшие друзья, это я видел неоднократно, объяснения этому не знаю, но это факт просто, что все друзья детства, на которых вы рассчитываете как на себя, все разбегутся в первый же день. Но помогать вам будут. Помогать будет человек, которого вы сейчас вообще не замечаете. Вот почему это так происходит, непонятно. Что, вот знаете, как у Галича песня есть такая. Знать бы загоди, кого сторониться, а кому была улыбка причастия. Вот. Но, к сожалению, загоди это знать невозможно. Что одному моему знакомому, там, руководителю, этому сокамернику этой школы единоборств стал помогать ученик, которого он вообще не замечал. То есть, причем стал много времени тратить, носить, там, детей водить в школу. А все друзья, вот мне один рассказывал тоже, что, говорит, военный, тоже какой-то там в Афганистане был, что, говорит, друг с детства, с которым мы прошли там Афганистан, я ему жизнь спасал. Ему все, что надо было, позвонить, поднять трубку. А ему жена позвонила, он просто сказал, больше мне не звоните. Все. Вот и это со всеми, знаете, это обычная реакция. Вот это не какая-то вот какая сволочь там какой там это, к сожалению, обычная реакция большинства. Когда вы написали заявление о разводе с женой, вы хоть придя в себя немножко всплакнули или абсолютно никакой реакции не было? Нет, ну я живой человек, что значит всплакнуть, конечно, не плакал там, но, конечно, было психологически это очень тяжело. Понимаете, Вы любили ее, простите? я не буду отвечать на этот вопрос. Я не хочу, я еще раз говорю, я не люблю эти все темы. Давайте о тюрьме, там, об МММ, но не надо все эти там любил, это все. То есть слеза скатилась? Это все не для публичного обсуждения. Слеза скатилась? Без комментариев. Сегодня вы один, хотя вполне могли бы жениться. Почему вы не женитесь? Ну, я не испытываю потребности жениться, потому что поэтому не женюсь. Как тут на это ответить? Знаете, как Сократ спросили, когда, по-моему, Сократ,
жениться или нет. Он ответил, что какое бы ты ни принял решение, ты все равно раскаешься. Ну, это из этой серии. Цитирую Сергея Пантелеича Мавроди. «Когда все доступно, ничего не хочется. Там на вершине ничего нет, там вакуум, но чтобы это понять, туда надо залезть. Я вот слазил и узнал». Да, там вакуум действительно. От этого знания не отравились? Трудно сказать. Понимаете, это же вопрос, вы мне задаете вопрос, на который я не могу ответить. Этот вопрос можно только со стороны наблюдателя внешней. Потому что я-то, если человек отравлен, он же не понимает. В чем нюанс? Это вообще такая замкнутый круг такой получается. Это правда, что на себя из средств АО МММ вы практически ничего не тратили? Да, только на жизнь. Это причем, опять-таки, чистая правда, потому что это было в обвинительном заключении написано, а следователи, они, естественно, писали, когда писали обвинительное заключение, пытались мне там каждый лык в строку, все что угодно, там, любой негатив использовать. Но это мне вменить так и не смогли. То есть, да, ничего я не тратил, только вот на жизнь, причем весьма скромно. Я ни разу не был, один раз в жизни был в ресторане. А потом, правда, Да вы что? да, мне не понравилось, мне пришлось потом, правда, для всяких этих вечеринок свой открыть. Но я не любитель всего этого, абсолютно. Я не это самое. И не хотелось роскошно, боже, комнаты... У меня комнаты, знаете, вот выглядела как квартира. Вот эта квартира, меня в этой же квартире арестовали, они спускались с балкона по этим Да, вы что? тросам, конечно. Вот по это самое. По тросам Так они у вас тут как спускались. в боевике крутом все было. Ну как, они, да, там было 3 часа, там они там звонили. Но тут была другая планировка, это там люди переделали, пока я сидел, тут жили люди, они, этот ремонт, мне это не нравится, кстати. Было 3 комнаты, одинаковая такая планировка коридора, 3 комнаты. Все комнаты выглядели одинаково. То есть до потолка полки с книгами, и посреди каждой комнаты огромный аквариум. Из мебели только кровать, письменный стол и стул. Все, больше ничего. Аскет. То есть, да, вот, поэтому, когда эти пришли, они были там совершенно в полном шоке и спрашивали, а где все? Слушайте, но вам не хотелось хорошо пожить? Хотя что значит хорошо Да, пожить? вот вы сами ответили на этот может, вопрос. с книгами Вот, это да, и есть вот хорошо, вы и с сами рыбками, да? отвечаете на этот вопрос, что такое хорошо, у каждого свое. Я считал, мне совершенно себя чувствовал абсолютно комфортно. Я наблюдал за многими воришами, на которых вдруг падали несметные богатства. Как они прожигали жизнь? У вас не было таких соблазнов? Нет, понимаете, когда это происходит, падают несметные богатства, естественно, какие-то там, это знаете, как грипп какой-то, все им болеют, но просто у меня это было в чрезвычайно легкой форме практически, со стороны даже незаметно. А я не понимаю, понимаете, что значит прожигать? Там нет вообще ничего в мире, Что можно прожечь? что меня бы привлекало, то есть чего бы я хотел и чего мне нет. Поэтому я жил, вот как жил, мне так нравилось, я и Хорошо. жил. Яхты, дома, женщины, я не знаю, рестораны. Все Ну, мимо. с женщинами все решаемо. Яхта, дома, естественно, в разумных пределах. А женщины, эти самые яхты, я люблю только рыбалку. Единственное, что я по-настоящему люблю в жизни, это рыбалку. Все остальное относительно. То есть хорошие спиннинги. Да, спиннинг, и причем рыбалка в таких глухих местах, где народу никого, типа Карелии, там какой-нибудь глухомани. Поэтому больше меня ничего не привлекает. То есть нет, не потому, что я там этого... Ну, такой вот я человек, так вот я устроен. Хорошо. Огромные деньги. Я вспоминаю, у Владимира Высоцкого была песня, в которой была строчка «Где деньги, Зин?». Я переадресовываю вопрос «Где деньги, Зин?». Хочет ответить рифму. Я как уже кому-то писал. Вообще нет, знаете. Ну, Где, да? Да, где? В Караганде. Все в обвинительном заключении можете прочитать. Где деньги, все там написано. Хорошо. О 8% акций «Газпрома», которые тогда приравнивались к 25 миллиардам долларов, мы уже говорили. Говорят, что у вас где-то зарыта или спрятана еще какая-то потайная одна комната, в которой на черный день лежат деньги, но которыми вы пока не можете воспользоваться. Это так или нет? Не скажу вообще. Не отвечу. Вот если бы, вот вы задаете такой вопрос, предположим, это была бы правда. Это я не говорю, что это правда. Сразу говорю в камеру. Но теоретически возможно. Я что бы вам сказал это? Я вообще слышал это, знаете, вот и Может, книга, еще скажите ключи от квартиры, да, да, вот где книга деньги вышла, лежат? вот этого, как его там, Миронова, что ли? Это, ну, вот такая, он писал про спецблок этого Миронова, другого там какого-то. Который сидел с вами? Нет, он сидел, да, который он со мной в одной камере не сидел, вот по делу этого Клочкова с Чубайсом. Квачкова. Да, Клочкова. Ага. И вот он пишет. Сам он со мной не сидел, но ему кто-то там про меня рассказывал, кто со мной сидел, что у меня есть там квартира
набитые деньгами, долларами, там что-то вот то ли 8 Вот миллиардов, откуда то пошло. ли 8 миллиардов. Ну, вот человека не понимаю, он что, совсем глупый, но у него там интеллект, там, говорящая курица, что ли. Ну, как если бы у меня было, я что, всем сокамерникам об этом рассказываю? И прямо, ну, я не знаю, ну, неужели он этого не понимает вообще? Ну, было, есть у меня, нет у меня. Но в любом случае, это информация, которая никогда никому, я бы сообщить уж, по крайней мере, не стал, будучи вменяемым. Но это же очевидно. Но, Цитирую вас. «Изымать у меня нечего и арест накладывать не на что. Гол как сокол. Да. Полная внутренняя свобода. Можно ничего не бояться и не опасаться». правильно, вот видите, я перед камерой свободно рассказываю. Вот мы сидим в очень скромной квартире. В хорошем районе Москвы, но очень скромная квартира. Значит, квартиры, районы сразу уточняю. Это у меня достался от родителей. Хороший район, да так получилось. То есть это не купленные здесь в хорошем районе. Это от родителей, госквартира, она не приватизирована, поэтому не отняли. Иначе бы ее конфисковали. Это ваша единственная квартира. Это моя единственная квартира, причем это не моя собственность, я просто здесь прописан. И до сих пор не приватизирована. Я прекрасно понимал всегда, в каком государстве я живу. Я никогда ее не приватизировал. Если бы она была приватизирована, ее бы конфисковали. Сколько метров общей площади? Знаете, я не знаю, честно говоря. Вот я положил руку на сердце, всякого кокетства. Ну, обстановка, сказать, что простая, это не сказать ничего. Это Предельно еще те простая. комнаты не видели. Мы еще ту комнату не видели. Вот сидит передо мной миллиардер бывший. Ну, бывший, да. Малый, конечно, бывший. В старых домашних тапочках, в спортивном костюме. Тапочки нормальные. Без признаков миллиардерства на лице. Ну, видите. Потрясающая метаморфоза, я честно признаюсь. Я когда был в 94 году, если бы меня увидели, вы меня видели точно в таком же виде. Я также был в Но спортивном хоть малиновый костюме. пиджак у вас был в то время или нет? Насчет малинового пиджака забавная ситуация, кстати. Я в 93-м году, по-моему, поздравлял вместо Ельцина российский народ с Новым годом. Тогда это все было просто. Покупаешь время. Да вы что? Да, покупаешь время во времени. Был у них аукцион, а Ельцина с мамулей не было. И я поздравлял. И чисто случайно, так у меня не было, я вообще костюм никогда не ношу, у меня чисто случайно оказался красный пиджак. И я в нем так и поздравил. И после этого он вошел в моду. Вообще, это очень феноменно. То есть с вас пошли Ну, по малиновые сути, я не знаю, пиджаки? я первый, по крайней мере, выступил. Просто, но я выступил не потому, что, а просто у меня другого не было. Вот. Продолжаю задавать нескромные вопросы. Машина у вас хоть есть? Хоть Лада Калина? Сейчас у меня ничего нет. Сейчас... Даже машины? Нет, конечно, у меня ничего не может быть. Никакой Вы выходите из квартиры, как-то передвигаетесь по Москве? Нет, ну выхожу, но я вообще не испытываю особой потребности. Я вообще, честно говоря, вот там, что вот я там сейчас с этим приставом, у меня все арестовано, там, из квартиры, там я выхожу, там не выхожу. Но я на самом деле не испытываю ни малейшего дискомфорта. Я не буду себя там великомученика строить. Я совершенно себя комфортно чувствую. Мне абсолютно нормально. И наплевать мне, что здесь ничего нет вообще. Ну, были бы там какие-нибудь, я не знаю, ну, нет, был бы диван, какой-нибудь золотой, ну и что? Жизнь бы от этого улучшилась. Да это все, понимаете, это Вы все... философ, да? Нет, понимаете, 90% на самом деле, что я имел в виду, когда говорил, что когда все доступно, ничего не хочется. 90%, на 99%, наверное, желаний у человека связано только с тем, что они неосуществимы. Что вот тебе хочется яхты не потому, что она тебе так нужна, куда тебе на ней плыть-то вообще, а потому что она тебе недоступна. Вот понимаете, вот если она доступна, выясняется, что она нафиг тебе не нужна вообще. Вот я помню, купил себе это Феррари, мне купили в 94 году, тогда еще это вообще было круто, ни у кого не было. Феррари. А это Феррари, у него такая посадка, ты едешь, на тебя все таращатся, там лежишь вообще куда-то там полулежа, это совершенно неудобно вообще. Я один раз на ней проехал, я так не знаю, я кому-то даже не отдал, а просто сказал, ну его заберите, и куда она делась, я даже и вот, Нашелся добрый человек, забрал. из охранников, наверное, уехал. Еще один нескромный вопрос. Каково сегодня ваше финансовое положение? На что вы, грубо говоря, живете? Ну, деньги все равно Друзья нужны. помогают. То есть друзья остались? Источников, ну, на таком уровне, на элементарном помогают, ну, если можно так назвать. Потому что никаких источников существования у меня не может быть по закону. Вам до сих пор поступают иски от вкладчиков? Да. Вот, Как называли их по телевизору, от обманутых вкладчиков. Да, от обманутых государством, так забыли уточнить. Это самое. На самом деле ситуация с исками совершенно абсурдная. Вот я там что? Вот как бы то ни было, преступник я, не преступник, там, хороший, плохой. Но как бы то ни было, я все свое получил, все свое отсидел. Все. Почему ко мне сейчас гражданские иски принимают? То есть ко мне принимают теперь иски как частному лицу. Я что, как частное лицо выпускал акции, билеты? Нет, я выпускал их как президент фирмы. И в качестве такового, повторяю, все свое получил. Но тем не менее, что есть, то есть. Государство сейчас ко мне принимают гражданские иски, ими завалены все суды, и вот их уже там на миллиард, что ли. Поэтому у меня все... Сколько вот вы должны по искам? Миллиард? Миллиард. Рублей или долларов? Нет, рублей. Миллиард. Но, понимаете, вот если бы завтра
У меня, например, свалились там какие-нибудь деньги. Понимаете, ситуация абсурдная, что если бы я заплатил завтра хоть копейку, то завтра было бы исков на триллион. То есть Прецедент. остальные не обращаются только потому, что понимаешь, это бессмысленно. Прецедент. Миллиард, да, просто идиотов полных. Но это все сделано, опять-таки, чтобы полностью блокировать у меня мои там попытки расплачиваться с «Газпромом», чтобы я был лишен этой возможности. Я, соответственно, не могу там не брать эти акции, ничего, а должен сидеть дома. Ну, черт. А акции лежат, повторяю, и ждут своего часа. Ну, лежат. Цитирую. В ответ на вопрос тележурналиста, не боитесь ли вы проклятий миллионов пострадавших от вас людей, вы публично предложили проклясть вас всем желающим. Даже и не пострадавшим, сказали вы, всем этим экстрасенсам, колдунам, шаманам, черным магам и же с ними. Давайте, попробуйте на мне свои силы. Можете даже и моральных терзаний при этом никаких не испытывать, что невинного человека губите. Я же сам разрешаю. Да я могу и сейчас предложить, проклинайте на здоровье. Только смотрите, вообще вам же хуже будет. Не переусердствуйте, да? Да нет, просто... Вы Могу банально... играть. Короче, предлагаю, проклинайте. Всем шаманов, там, экстрасенсов. Вот я говорю в камеру для миллионов людей. Я абсолютно этого не боюсь. И говорю еще раз. Проклинайте, пожалуйста. Вот можете там здоровье, на смерть, на что угодно. Все свои черные магии, экстрасенсы, всех давайте. Все это бред, сивый кобыл. У меня к вам вопрос. Вы не боитесь вот этих вкладчиков? Я вообще еще ничего есть? не боюсь. Человек вообще не должен ничего бояться. Ни вкладчиков я не боюсь, ни магов, Ни ни вкладов. экстрасенсов. Да, ничего я не боюсь. Вопрос такой. Вы любите деньги? Как это, да? Вы любите помидоры, анекдот такой есть. Кушать, да. А так нет. Нет, я не деньги, я к деньгам абсолютно равнодушен. То есть, ну, что значит любишь? На средно нужны они там для того, чтобы там существовать, естественно. И не более вот... Понимаете, вот если бы у меня сейчас опять эти были миллиарды, ничего бы в моей жизни, по всей видимости, не изменилось бы. Я бы жил в этой же квартире, ничего бы здесь не менял. Вот совершенно положа руку на сердце говорю, ничего бы я здесь не менял, потому что это какие-то хлопоты, что-то там менять, а что там, что толку, ну будет стоять здесь хрустальный там. И плазменный телевизор Да, вместо... я его не смотрю, такого. телевизор я не включал уже 3 года, поэтому какой он там плазменный, мне все равно. Я не смотрю телевизор, не читаю ничего и не слушаю. То есть... Я видел людей, которые при виде огромной денежной массы, ну, наверное, испытывали что-то близкое к оргазму. Когда вы видели очень много денег наличных, вот от потолка до пола, что вы испытывали? Оргазм я испытывал. Я вообще для начала, как раз у меня была идиотская идея поначалу, когда там эти деньги потекли рекой. Я здорово сказал, слушайте, вообще действительно там же воровать будут, давайте-ка у меня в квартире пусть лежит. Меня завалили всю квартиру деньгами. Потом я сказал, нет, вывозите их нафиг вообще, потому что грязь, они же пыльные эти деньги, Да. грязные вообще. Дышачие. Потом пришлось тут вообще мыть всю квартиру вообще. Вот это... То есть они у вас были сложены вот так, от пола до потолка? Да, вот были они сложные. Но потом... Ощущения? Да никаких, ну макулатура, господи, бумага. Что, бумага и бумага резаная. Деньги – это резаная бумага. Какие там ощущения? У вас философское отношение к деньгам? Вот что такое для вас деньги? Я еще раз говорю, для меня деньги – это просто не более чем необходимый для существования там какой-то атрибут, и не более того. Вот сидит напротив меня явно гениальный человек. Видите, я не боюсь даже это сказать, потому что я действительно так думаю. Который знал, как заработать деньги и много заработал. Вы сегодня знаете, как еще каким-то способом заработать деньги? Да запросто вообще. Только я не хочу вообще. Понимаете, все мои зарабатывания. У меня проблема. Я не умею мало зарабатывать, а много всегда к катаклизму приводит. Поэтому я... То есть, если бы не было приставов, не было финансовых претензий к вам, вы бы сегодня опять стали бы миллиардером. Да если бы я захотел, и без всяких со всеми приставами, это все легко сделать. Просто мне это неинтересно. Понимаете, я вам говорю совершенно вот не кокетничайте. Это все, вы думаете, так это интересно деньги зарабатывать? Совершенно это неинтересно. К тому же это все интересно на начальном этапе, на первый раз, когда ты там пытаешься себе доказать как-то, что ты способен. Но когда ты знаешь, что способен, потому что у меня уже было 2 попытки, обе. Поэтому это все абсолютно неинтересно, это занимает время, это как ни крути, все равно это надо там все-таки общаться, хоть ты дома сидишь. Там, Хорошо, но я не верю, что такие светлые мозги не хочется потренировать. Вы еще что-то придумаете? Или вы себя хороните уже заранее? Я вообще занимаюсь сейчас творчеством, во-первых. Я сейчас фильм снимаю. Мне это нравится жить. Я сейчас снимаю фильм. То есть финансово придумывать вы ничего не собираетесь? Да, если меня не составит жизнь, вот говорю это как на духу. Вот если меня жизнь не заставит, если не дойдет дело до того, что я с голоду начну подыхать и придется, то я не буду заниматься. Примерно. Если уж совсем придется, придется. В
то время, когда вы создали АО МММ, в России появились очень богатые люди за счет ее недр, в первую очередь, которых прозвали олигархами. Как вы относитесь к олигархам, владельцам многомиллиардных состояний? Крайне негативно. Они вредны, на мой взгляд, поскольку, понимаете, ситуация такая, на мой взгляд. Не к олигархам как таковым, а к российским олигархам, подчеркну. Что был начальный период накопления капитала, дикий. То есть как должно происходить? Бросили кусок мяса, вот акулы между собой дерутся, побеждает сильнейший. А у нас акул назначили. У нас вот кильку назначили акулой вообще. Это совершенно ужасающая ситуация, потому что этот человек ни на что не годен, он нулевой. Понимаете? То есть должен победить был сильнейший. О ком речь, простите, вы сказали? А? Кого назначили акулой? Селедок вообще, кого назначили? Понятно. Селедок назначили. Кильку селедок, вы сказали, да? Кильку, да, назначили. Я думал, фамилия, что Да, это. нет, кильку назначили, вот ты будешь акулой вообще. Понимаете, вот в чем весь ужас вообще. Не в том, что это аморально, там, а в том, что это губительно для страны, потому что это совершенно никчемные люди. Должны быть самые сильные там наверху, которые, неважно, пусть он там преступник, пусть он там, когда он становится у власти, он уже перестает быть преступником. То есть он, я еще раз говорю, мое мнение, что минус легко меняется на плюс, и плюс меняется на минус, только ноль ни на что не меняется. Человек должен быть единственная категория, да, сила человека, и масштаб личности определяется масштабом его деяний, мое мнение, что должен быть наверху победитель. Победителя нельзя назначить, я не знаю, волка вожаком стаи. Погибнут все, и стая, и волк вообще. То есть волк вожаком становится, а не назначается. У нас их назначили. Поэтому сейчас это абсолютно никчемные люди. Это бери там любого олигарха, меняй там другого. Но власти оказались, вот там оказались ничтожество. Это самая ужасная ситуация. Это лучше бы оказались преступники, но сильные. Для страны это было бы полезнее. Это их деньги, скажите, олигархов, или Какие им их? перепоручили? Ну что, ну какие их вообще? То Какие есть их? это деньги больших чиновников. Они просто Ну, они являются вообще, это фасадом. как бы, я считаю, что это просто естественно, потому что, ну, как могут быть вообще в нашей стране твои там личные, там эти, те, что вот придут в той ситуации, когда все понимают, что любого человека можно посадить, любого человека можно, как он может быть, например, там некоторые играют в какой-то, что он там совершенно независим ни от кого, и вот он такой, и тогда объясни механизм этой независимости. Если с тобой, да, почему ты такой независимый там? Все зависимы, а ты такой независимый. Ты что там, золотой там или что там? Или за тобой там инопланетяне за тобой стоят? Почему тебя никто не трогает? Объясни это. Понимаете, это же бред, ну детский сад вообще. Естественно, все это просто поделено. Если было МММ, все по-другому было. Тогда же не было олигархов. Вот как раз после того, как меня это самое, это все и началось. Тогда бы вот по иному пути бы пошло развитие страны. Каково, на ваш взгляд, сегодня состояние российской экономики? А какой? Банановая республика? Какая экономика? Я не знаю. О чем вы говорите? Какой еще экономики? Банановая республика, урожай бананов. Мы танцуем не урожай, мы там рыдаем. Вот и вся экономика вообще. Знаете, Солярис читали? Нет? Ну вот там было Читал, такое, конечно. это самое, и вот это поле, вот в этом поле делали этих монстров нейтронов. Вот здесь также вот в этом нефтяном поле можно имитировать экономику, имитировать это. Вот это, но это все нежить. Понимаете? В России, на ваш взгляд, возможно когда-нибудь навести порядок чисто теоретически? Каленым железом. Но уже, знаете, процесс гниения, по-моему, пошел, и в зависимости от температуры он может идти быстрее или медленнее, но он не остановится. То есть и каленое железо уже, возможно, уже и поздно. Гангрена, мое мнение. Я хочу задать вам вопросы, касающиеся лично вас. Потому что целый ряд фактов в вашей биографии показался мне очень интересным и занимательным. Говорят, что у вас дома нет ни одной вашей фотографии, включая детской. Да, правда. Ни одной моей фотографии, включая детской, нет. Почему? Мне это безразлично. Для меня как-то прошлого не существует. Мне оно безразлично, честно говоря. Абсолютно причем. Что там прошлое? Было и было. Вперед. Говорят, вы спите 2 раза в сутки по 4 часа. Да, вот из-за вас свой режим. Поломали чуть-чуть. Да, по 4 часа, да. С 6 утра до 10 Да, и с 6 вечера до 10. да, да. А ночью чем занимаетесь? А я занимаюсь творчеством, я сейчас пишу. Вот у меня сейчас «Сын Люцифера» написал, ну, пишу я. Вы не курите и совершенно не пьете. Да, хотя раньше пил, но сейчас не пью. Пили сильно? Надоело. Не, ну как сильно, я вообще-то, у меня такое интересно тоже это было. Я в институте вообще не пил. Потом, когда я попал по распределению в НИИ, там пришлось пить, причем все вплоть до технического спирта. Ну, иначе там от коллектива-то нельзя отрываться.
Потом я еще, когда уже там в МММ тоже так еще я пил там как-то, но потом мне это все надоело, причем без всяких причин, я просто мне надоело это всё. К тому же у меня тяжелейшее совершенно похмелье, несколько суток длящееся, поэтому... Говорят, вы крайне замкнутый человек, ничего не читаете, не слушаете и не смотрите. Да, это правда. Преувеличение или нет? Нет, правда, я ничего не читаю. Я в свое время слишком много читал. Читать тоже надо в меру. Все надо в меру. Читать много вредно. То есть вот эти заставленные книгами комнаты, которые у вас были, вы все прочитали? Ну как нет, все это прочитать невозможно. Там есть средняя скорость чтения, но прочитал много. Я много читал, слишком много читал. А вы никогда не были в ресторане? Один раз вы сказали. Один раз, да. У вас нет чисто теоретической возможности хоть когда-нибудь сходить, а вдруг понравится? Да и было, мне не понравилось. Я почему Может, ресторан плохой был? Нет, хороший был ресторан, насколько помню. Да, знаете, я еще раз говорю, вот ситуация не такая, что мне что-то хочется, мне ничего не хочется, в том смысле, что все, что хочется, у меня есть. Я еще раз говорю, вот если бы у меня завтра опять появились все эти миллиарды, моя жизнь бы не изменилась ни насколько, ни в чем. Вот она не изменилась, я бы был в тех же тренировочных, также в 94-м, кстати, был в тренировке, потому что мне в них удобно. И совершенно, я говорю, была бы та же обстановка, и вел бы я тот же образ жизни. Ну, ничего бы не изменилось, решительно ничего. Только была бы еще куча проблем. Я смотрю на ваши тренировочные штаны. Говорили, что один раз, когда вы все-таки решились пойти в Кремль, вы пошли туда в спортивном костюме. Да, конечно. Да, о чем я с ним? На полном серьезе? Конечно, без всяких шуток. С кем вы встречались в спортивном костюме? Да ладно, не надо. Большой человек был? Да, помощник Ельцина. Он не покрутил пальцем у виска, увидев легендарного Там, наоборот, все Мавроди? сбежались на меня посмотреть. В общем. Ну, так, они так это, наверное, восприняли как должное. Наверное, было бы удивительно, если бы я явился в костюме в обычном. Так и должен. Гений же, спортивный. Вы встречались когда-нибудь с Ельциным? Нет, не встречался с Ельциным. Я вообще ни с кем никогда не встречался. То есть мне вот, когда у меня, кстати, последние капли, переполнившие чашу терпения этих властей, меня пригласили на расширенное заседание правительства, посвященное МММ. Они постоянно происходили тогда. И я не явился. И это была последняя капля. Почему вы не явились? Ну, о чем мне с ними разговаривать? На самом деле, это все не какой-то там понты. Это был расчет. Холодный, трезвый расчет. Потому что совершенно очевидно, что ни до чего мы с ними не договорились. Потому что от меня бы стали требовать, чтобы там закрыть, чем советы какие-нибудь идиотские давать. Ни за какие советы мне от них были не нужны. Просто до этого у меня была война с властями, с государством, с абстрактным. А после этого заседания получил конкретных врагов в лице там Черномырдина, этого. А они же все очень обидчивые, они же все великие. Поэтому это была бы уже личная неприязнь, это уже гораздо опаснее. Поэтому я решил, что незачем. Особенно актуально для Украины то, что я сейчас спрошу. Правда ли, что в свое время вы предотвратили арест первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука? Я рассказывал эту историю, расскажу ее подробно. Вы там можете, пожалуйста, вырезать, если она будет слишком обширна. Ситуация была такая. Это был, какой же год там? Ну, когда это было? Когда вот этот распад России. 91-й. 91-й. У меня была уже структура процветающая. Я был совершенно процветающим бизнесменом. В спортивном костюме. Ну да, но не те масштабы, конечно, как ММ, но денег у меня было много. То есть я абсолютно ни в чем не нуждался, был в полном шоколаде. У меня уже были охранники из группы Альфа, действующие. И вот в один прекрасный вечер приходят ко мне эти охранники. Ну и они там уже уходить не собирались, точнее. Я уже там собирался, уже была суббота, там телок, баня, там развлекать, все уже. И они между собой разговаривают, что вот завтра эти там уроды приезжают, их арестовывают. Там уже они сегодня дежурили на даче у Горбачева, там уже разговаривали с их личной охраной, что все уже решение принято, там уже какая-то бронетехника идет по каким-то там каналам. Это они между собой разговаривают, это не то, что на меня там какие-то эти, я просто слышу чисто случайно. Я говорю, там какие уроды? Говорит, вот эти Кравчук с Шушкевичем. Вот, И Ельцин тоже? Нет. Кравчук, Шушкевич? Кравчук с Шушкевичем, про Ельцина речь не шла. Вот ситуация. Вот вы единственный обладатель этой информации. Я тогда был демократом, но поддерживал все это. По крайней мере, вот что в этой ситуации делать? Можно, конечно, ничего не делать. Никто об этом и не узнает, и вообще они даже не мне это сообщали, а просто так между собой разговаривали. Но если никто об этом не узнает, никто тебя не укорит, и вообще, соответственно, ты не должен ничего делать. Что, узнал. Но сам ты уже не забудешь, что ты испугался, просто струсил. Я считал, что я должен там что-то предпринять. Если ты этого не сделаешь, то ты вот это уже не забудешь, это уже будешь не ты, все.
А это было, между прочим, тогда еще было КГБ, это было все. Я вообще взял, уже была ночь, сел на машину и поехал по всем западным посольствам. То есть я заходил в каждое посольство, предъявлял паспорт, потому что иначе бы разговаривать не стали. Просил вызвать вообще этих ментов. Менты это, естественно, были ФСБшники, КГБшники все. Кого-нибудь из охраны, из посольства дежурного вызывали. Я предъявлял паспортом сразу, и ментам еще. И говорил, я вот такой-то, такой-то. Вот такая информация. Вот из такого источника. Иначе бы тоже разговаривали. Называли источник. Ну, говорил, мои охранники там, вот проверьте, может быть, это все ложь, но проверьте. И так я ездил всю ночь по всем посольствам. По сути дела, ну, шаг был серьезный, потому что это, я говорю, КГБ, по сути, самоубийственный. Но, тем не менее, на следующий день Шушкевич с Кравчуком не приехали. Почему они не приехали, я не знаю. То есть мои ли там эти, или просто они не приехали. Я просто излагаю то, что я знаю. Они не приехали. Для меня это никаких последствий не имело. И знаете, как у Галича, вот это вот, говорю, бывают моменты, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час. Вот бывают моменты, когда вот так вот эти все вопросы встают, что вот эти честь, долг, гражданская. Кажется, что не чепуха, объясняется, что... По крайней мере, вот я поступил так. Ну, вот что есть, то есть. Так вот это все происходило. Так, никаких последствий для меня не имело, и так все это... Ваша родословная, у вас в роду и украинцы, и мариупольские греки. Да, у меня отец наполовину украинец, наполовину грек. Кстати, он из села Старая Млиновка, насколько помню, под Донецком. Так что у меня такое... Я к Украине имею прямое отношение. У меня в паспорте написано было украинец, по крайней мере. А в переводе с греческого Мавроди означает «черный, темный». Черный, темный, да. И я знаю, что церковь предала вас анафеме. Ну, адвентисты седьмого дня, да. Причем мотивировка, это самая формулировка была интересная, что человек сам сделать такого не мог, значит, он помогал дьяволу. Вопрос невеселый. Я знаю, что в свое время вам поставили диагноз рак печени. Да, у меня был такой эпизод в моей жизни, что мне поставили диагноз рак печени. Причем тоже вот меня затащили, там, никогда не проверялся, там вообще вот... Ну, короче, поставили, там, пошел он провериться, там, эти самые, проверился, рак печени. У меня, между прочим, родители умерли тоже от рака, мать от рака легких, отец от рака печени. Причем у них у всех происходило все так, что абсолютно здоровый человек идет обследоваться, ставит диагноз, через полгода умирает. Да, вот прямо, вот, знаете, вот такое впечатление, причем на глазах начинает таять. Это ужасно совершенно. Вот такое впечатление, что как будто его заражают, там, вот как будто вот он до этого был здоров, вот мистика какая-то. Вот ему дают ставить диагноз, и он с этого момента начинает, до этого был абсолютно здоровый. Вот меня, по сути дела, полное повторение. То есть я пошел, мне поставили этот диагноз. То есть я был абсолютно уверен, что это так оно и есть. Потому что я все это видел, как это все на самом деле происходит. Что то, что ты чувствуешь себя здоровым, это ровно счетом ничего не значит. И вот я прожил, потом повторный диагноз подтвердился, то есть я прожил, через месяц выяснил, что у меня особенность организма какая-то, что ошибка. Вот я месяц прожил с диагнозом рак печени, я никому не сказал об этом. Зачем своими проблемами людей грузить? И никто из окружающих по моему поведению этого не заметил. То есть я не стал ни более нервным, замкнутым. Ну, то есть никто не заметил этого по моему поведению. То есть это все от человека зависит, это все сказки там показывают в фильмах, что человек начинает там что-то там... Ну вот, могу сказать по себе. Но я потом, вот я тогда уже думал, что надо еще полгода. Мне дали полгода, причем спросил, сколько мне там жить. Не жить, ладно, все-таки в порядке, перевести их. Скажите, сколько жить? Говорит, ну полгода. Ну это точно как у родителей. Но я думал, что вот надо еще месяца 3, а потом уже надо что-то решать. Потому что там начинаются боли, там уже ты теряешь себя. Потому что нам надо уже это все каким-то образом решать. Ну, самоубийство, естественно, что тут называть. И в игры играть. И вы знали, что вы пойдете на самоубийство? Ну, потому что, а куда там, что значит, я пойду на самоубийство? Естественно, не хотел идти на самоубийство. Что там, я нормальный человек, здоровый, ну, в том смысле, с психикой здоровый. Ну, просто дальше еще хуже будет. Тут ты поставлен в ситуацию, когда, ну, это ужасно же совершенно. Там через 3 месяца начинается боль уже, через 4. То есть ты все равно умрешь, просто умрешь в страшных муках и потеряв полностью там себя как личность. Поэтому вот решай, что делать. Живи, хочешь еще 2 месяца, промучись. Пожалуйста. Выбор за тобой. Жизнь штука жестокая. Поэтому... Что тебе? Вот поставили тебя в такую, вот она поставила тебя в такую ситуацию. Вот вы так задаете вопрос, но звучит как-то так. Вы бы пошли на самоубийство. Ну, решай, ну не мне иди.
Еще Страдай. проживешь лишних месяц, зато в страшных муках вообще. Вот, пожалуйста, выбор. И чем закончилось? Через месяц выяснилось, что ошибочный диагноз. Так что я остался жив. Я был нужен судьбе. Я еще тогда МММ не создал для великих дел. Что там, каким-то раком. Помимо книг, вы занимались коллекционированием насекомых. Бабочек, да, я занимался. Бабочки. Где ваши бабочки? Пропали. Улетели? Как в этом, знаете, это фильм «Свадьба в Малиновке». Пала в неравном бою, так где твоя там это 6-дюймовая там это. Нет, во время этих обысков, ну и слава богу, потому что сейчас, если бы они все равно бы их все изъяли, и там они бы только, вся эта коррекция все равно бы там, их бы хранили где-нибудь там, эти приставы, в гараже в каком-нибудь сваленными в кучу. А в ноябре в широкий прокат выходит фильм, художественный фильм «Пирамида» 3М, МММ, где роль Сергея Мавроди, он по фильму Сергей Мамонтов, по-моему, да? По-моему, да, мама. Играет Алексей Серебряков. Да. А вы консультировали создателей этого фильма? Этот фильм вообще был создан по моей повести «Пирамида». Потом я написал сценарий, но потом в результате, так как там взялись профессионалы, драйв, экшен, в результате этот фильм превратился в какую-то бильберду. Это просто сказка, не имеющая ни малейшего отношения к реальности. То есть это бред вообще полный, ну, совершеннейший. То есть там это сказка, написанная этими сценаристами, которые всю жизнь просидели на кухне и больше 3 рублей в руках не держали. Как они представляют себе там МММ? 3-4. Ну, 3-4, да. Поэтому, я не знаю, там, зачем это сделано и к чему там. То есть это все не имеет ни малейшего отношения к реальности, то есть то, что там в этом фильме рассказано. Но я сейчас снимаю свой собственный фильм. Свой собственный фильм. Вы видели, как Серебряков играет вас? Как Серебряков играет, мне нравится. То есть как актер. Как он меня играет, я не видел. Я видел только трейлер. Мне это не нравится. Это совершенно там зачем-то заикание это дурацкое. Зачем оно нужно, я не понимаю. Зачем качать нефть, если можно качать... О кинематографе пару слов скажу. Вот ладно бы вот этот драйв, экшен, вот они профессионалы, там, а я типа не профессионал, и они поэтому им виднее. Ну хорошо, возможно. Но это все было бы хорошо, если бы наш кинематограф процветал, если бы там фильмы были супер успешными, но глупыми. Вот как на Западе, голливудские фильмы. Они там дурацкие, на мой взгляд, но они зарабатывают деньги. Поэтому тут вопрос дурацкий, не дурацкий вообще ставить неправомочно, потому что вопрос стоит так, прибыльно, не прибыльно. Это бизнес. Значит, публике нужны дурацкие фильмы. Это было бы все понятно. Но у нас все проваливается с треском. Ну, понятно же, что эти все рецепты не работают вообще. На Они этом дурацкие, поле. да. Что надо ругать и искать другие рецепты. Но нет, тупо их там повторяют. Там, ну, получилось какой-то. Взяли, как сделали этот фильм? Взяли там этих, знаете, там гламурных кис, бандитов, этих там олигархов, продажных чиновников. Все это смешали, высыпали в одно ведро, смешали, и получилось там все там это самое, 10 в одном, по-моему, ведре вообще. Вот это вот что такое этот фильм, на мой взгляд. Гламурных кис. Вы до сих пор пишете стихи? Да, нет, сейчас я давно не писал, но пишу я стихи, да. Вы можете экспромтом прочитать что-нибудь из написанного? Конечно, могу. Давайте сейчас прочесть. С удовольствием. Сейчас откашляюсь. Прочитаю стихотворение «Ангел». Ветерок прошелестел, ангел светлый прилетел, за плечом моим стоит и молчит. Ну скажи хоть что-нибудь, посоветуй отдохнуть, да удачи нагадай, пожелай. Как устал я, ангел мой, от дороги, от земной, от трудов, от забот, от невзгод. Грешен я, а впрочем, что ж, ничего уж не вернешь. Возвращайся лучше в рай и прощай. Ветерок прошелестел, ангел темный прилетел, за другим плечом стоит и молчит. Я знаю, спасибо, я знаю, что вы сочиняете также песни Ну да, сочинял, да. на музыку классиков. Да, и знаете, между прочим, я сочинял, сейчас это я вам И Баха, и Бетховена, и Брамс. Моцарта, да, Моцарта. да. Но там надо компьютеры поставить. И сами же их поете. Да, есть такие. Поразительно. Вот мы с вами не договаривались об этом. Вот напоследок, чтобы завершить портрет Сергея Мавроди на такой лирической ноте, я бы попросил вас исполнить что-то акапельно прямо перед камерой. Вот была бы жирная точка. Под эту самую. Давайте я вам лучше
это самое, которое сейчас там для фильма, вы не хотите его, собственно, рекламировать, бог с ним вообще. Но там есть по сюжету, это вы можете не записывать, если вам это все я говорю. Нет, это интересно. Так вот, я сейчас снимаю свой собственный фильм. Вот видите, балалайка. Я на балалайке играть не умею. Но там по сюжету, по сценарию, который я сам написал, герой все время играет на балалайке и поет песни по ходу этой самой своего собственного сочинения. Но на Давайте балалайке попробуем. Я не умею играть на Хоть в балалайке, руки я могу возьмите тогда. напеть, да. Ну вот, и там, кстати... Давайте для приличия Да. возьмите в руки балалайку Давайте, тогда. я вам сейчас там, да. Кстати, скажу, там чуть-чуть отступление. Там сюжет фильма, в двух словах, это фильм называется «Антимир». То есть герой попадает в результате там, того, что включают этот коллайдер, это самое, происходит там катаклизм, он попадает в антимир, вот в антироссию. Вот представьте себе, вот, например, я бы написал такой сценарий про антиукраину, анти-Тимошенко, анти-это, антидепутаты, там у них антинеприкосновенность, их наоборот там пятикратный 40 дают вообще. И, кстати, вот там вот этот самый, очень там масса вообще возможностей развить, очень интересная тема. И там, кстати, в этом антимире, вот здесь у нас евро и баксы, а там у них главная страна не США, а Гондурас. Поэтому там у них лимпиры. И простите уж, это я вообще не знал, что вы приедете, поэтому без всяких обид и гривны вообще. Там две валюты главные. Это лимпиры и гривны. И вот герой, в частности, поет, он там на известной мелодии поет, и вот он там поет разные песни. И в частности, есть такая песня, вот как раз именно в тему, вот на эту самую, на мотив Мурки. Знаете, вот это самый. Раз пошли на дело, выпить захотелось, а у нас ни гривен, ни лимпир, евро лишь да баксы, что же это, братцы, нахрена нам этот антимир? Вот такая песня. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був справжній фінансовий геній Сергій Мавроді.